Лео Агутин, кратко. Точка. Если доволен, твой рост закончился. Довольных в любое время масса, а вот почему-то Цорнов, Саржентов, Фешинов, Веласкесов и прочих Шмидтов единиц. То есть, по-вашему, Цорн или Саржент или Фешин, Фешин, например, написал работу «Девушка с маникюрными ножницами», да? Если он доволен тем, что он подпись поставил и выставил на продажу, у него прям душа греет от того, что получилось, то рост в этот момент все, крышка. А почему вы думаете, что он не может продолжаться рост, если человек доволен тем, что он делает? Написал там, не знаю, литературное произведение, Пушкин, например, сказку о царе Салтане. Вы думаете, что он прям был жутко недоволен, что ли? Перечеркивал он, пока писал. Если посмотреть на факсимиле Пушкин, там на странице, там, например, 100 слов, из них 90 зачеркнуты и другие найдены. Он же написал это. Сделали книжку, а он говорит: нет, даже не показывайте, я жутко недоволен, что каждое слово там неправда. Да? А если показали, и он читает свои же стихи и доволен, то рост в этот момент закончился. Странно. Но мне кажется, это расхожая фраза о недовольстве, вечном недовольном художнике собой. Она просто взята откуда-то, кто-то ее придумал. Вечно недовольный. Почему ей нужно следовать? Я подразумеваю, судя по работам Цорна, что это экстаз. Это состояние экстаза, когда он писал работы свои. И экстаз этот продолжался и продолжается у тех, кто пишет произведения, причем в любом жанре. То есть прошел, например, экстаз, а он на утро просыпается и говорит: не такой он был, этот экстаз. Это не настоящий экстаз. Нужно повторить, по-другому сделать. Может быть, Лео Агутин, у вас так. Но есть и другие варианты. Что скажете, друзья, на этот счет? Юзер МК. Вячеслав, эта выставка для вас бесплатная? Нет, не бесплатная. Речь о выставке, которая идет в арт-коробке, Автозаводская, 18. Она продолжится до 21 мая. Приезжайте. Я показываю на ней 11 своих работ. Как после пленэра упаковать работы, чтобы они не смазались. У меня есть 308 видео оборудование для пленэра. Там все это есть. Посмотрите. Дима Оленчук. Вы недавно говорили про новый проект для студентов. Подскажите, когда он начнется? Мы рассчитываем запустить его во вторник, в следующий. 23 мая вебинар будет в 21 час вечером. Идут последние штрихи. Мы дорабатываем этот проект, и я вам обязательно сообщу, если вдруг дата изменится. Надеюсь, что мы успеем. А завтра я выпущу видео, где постараюсь рассказать об этом проекте и о вебинаре, что мы там будем делать. Мы будем рисовать. Таня, Маня, вопрос вам на засыпку. Вот почему вы нарисовали вазу кривоватой? Ведь при вашем мастерстве это несколько странно. А у меня везде при моем мастерстве все криво. Даже нос у меня кривой. Я когда фотографируюсь, я знаю, что кривой. Немножко сажусь так, а мне фотограф говорит: правее. Я говорю: нет, я буду так сидеть, правее. В общем, мы с ним спорим. Помню, что... Сейчас уже нет. Помню, что почти всегда знатоки из зрителей придирались к моим натюрмортам. Таким образом, рассуждая, стоит ваза на холсте или не стоит. Так кривая она тоже будет стоять. Пизанская башня, она вообще, как стоит. Все равно же стоит, не падает. Как будто это самое важное в живописи. Что скажете о стоянии и кривизне предметов? Ведь вы не одиноки в подобных пассажах. Да лучше все, чтоб стояло, конечно. Чего уж там, чего кривить-то. Но я часто говорю, что в живописи чуть-чуть не так приветствуется. Это не значит, что вы специально все это делаете. Легкий отход от такой чертежности
от выверенности, пунктуальности такой. Художник – это не тот, кто умеет прям точно сильно рисовать, прям глаза стер. Что-то другое. Ну вот речь, например. Есть же речь литературная, разговорная. А есть прям вот люди, прям, я не знаю, как на экране телевизора, там каждая запятая, каждая интонация, все точно, аж противно. А в разговорной речи все допускается. Можно чувствовать себя более расслабленно. Но живопись это, в общем-то, расслабленное, нечто о расслаблении, по крайней мере, для меня. Конечно, предмет должен стоять на поверхности, но чуть-чуть неустойчиво, немножко пьяненький. Вносит некоторый аромат в живопись, в картину, когда немножечко все так... Ну, я не говорю, что матом нужно там материться или слова какие-то использовать. Можно их не использовать, а как будто это мычать немножечко. И будет веселее. У Жванецкого уже есть такой монолог, когда он по-моему, там какой-то солдафон, что ли, или, может, начальник какого-то жакта или стройки, там уже все понятно, там через каждое слово и ничего не произносится, но речь очень такая веселая получается, образная. Но есть такие люди, чопорные такие. Я наблюдал, например, где-нибудь в ресторане, вот, утром приходят завтракать, в отеле, например, вы останавливаетесь, и на завтрак спускаетесь, и некоторые вот прям вилочка, ложечка, аккуратненько, все, спинка ровненько, все очень строго, предсказуемо, понятно. Никакого ничего, ни лишнего, ничего нет. А есть те, которые прям уж зудит у них, прям быстрее нашарахаться и бежать работать. Я видел, как один себя вел в желтой майке, помню, такой мужчина. Он очень ждал, когда подадут блюдье. И вот когда уже несут, и у него все мышцы начинают играть, еще ничего нет, еще и даже еще нечего уколоть вилкой. Но он уже весь, быстрее давай. По-разному, в общем, можно писать вазы, как вы понимаете, Таня, Маня. Что-то мне подсказывает ваш, кстати, вот этот ник, Таня, Маня, о том, что мы друг друга очень хорошо понимаем, и что кривизна вам к лицу. В вазах, я имею в виду, в натюрмортах. Собственно, вы об этом и говорите. Я думаю, надо это продолжать, невзирая на разговоры и пересуды всяческих людей, которые судить любят. Инна. Думаю, что пора определиться с профессией художник и дизайнер. Ведь это же разное мироощущение и передача эмоций. В одном произведении я изображаю момент, ощущение, эмоцию. Это дизайн, импрессионизм. Дизайн, значит, это импрессионизм. Так. В другом мне хочется передать красоту видимого, ничего не искажая и не придумывая. Предлагаю для понимания зрителя комментировать, что здесь я художник, а здесь художник-дизайнер, импрессионист. Многих это успокоит. А что вы так беспокоитесь о зрителях? Почему их надо успокаивать-то? Вот этот вопрос меня интересует. Друзья, скажите, почему их надо успокаивать зрителей? Да пусть они себе беспокоятся. То, что вы написали вот сейчас, причем это может кардинально отличаться от предыдущих, 2000 работ. Новая, 2001 вы написали ее по-другому. Это вы, это ваш мир. Да, он новый. Как вы его обзовете? Может, даже никак не обзовете. Просто новый мир, новая работа. Что нам беспокоиться, что кого-то это успокоит, или они все возбуждены, эти зрители, этой новой работой? Сильно им что-то там беспокоит их, эта работа ваша новая. Беспокоит, например, шкандаль такой, да? Они все шум подняли везде в соцсетях, в газетах, журналах, на телевидении. Ай, какая Инна 78-86, там вообще
художник-импрессионист, ничего не понятно. Но это же вам на пользу. Информационный шум, такой шкандаль. Для пиара лучше нету. Пусть все беспокоятся. А может быть, среди них один какой-то найдется, кто скажет: покупаю за любые деньги. Что тогда? Потом хочется передать вам красоту видимого, ничего не искажая, не придумывая. Ну, как фотоаппарат, что ли? Или как видеосъемка, ничего не придумывая. Искусство, на мой взгляд, это вот выдумка как раз. Это придумывание на тему того, что мы с вами смотрим. Тот, кто передает, не искажая, не придумывая, это еще не художник. А тот, кто придумывает, на мой взгляд, больше художник, чем тот, кто не придумывает. В любом случае, Инна, будьте собой. И в том, и в другом случае. Да, если вам хочется разделить на дизайнера и не знаю кого, и художника, который вот успокаивает всех, ну делите и властвуйте. Я клоню к тому, что меня, например, совсем не беспокоят оценки других людей. Если я делаю работу, и я в полноте пребываю, когда ее делаю, это для меня является единственным критерием, отправной точкой. Вот мне хорошо, я приподнят, что ли. Я как бы первооткрыватель. Мне интересно создавать какой-то новый образ. И что я буду беспокоиться о тех, кто беспокоен на этот счет? Это их проблемы. Один мудрый человек сказал, что настоящая жизнь начинается тогда, когда вы людей предоставляете самим себе. В конце этого ролика будет прямая ссылка на видео «Живопись, этюды на Чеховке в Гурзуфе». Предлагаю его посмотреть. И про лайки не забудьте. Подписывайтесь на канал, комментируйте и задавайте вопросы.